Здравствуйте, мои дорогие любимые подписчики и гости канала. Те, кто, быть может, совершенно случайно заглянули на канал Таро Немо. Таро расклад. Что неожиданно изменится? А что, быть может, изменит и вас, и вашу жизнь? Давайте с вами узнаем. Возможно, это будет связано с какой-то новостью или даже с решением, вашим решением, решением инстанции, например, или конкретного человека. Мы ведь пока не знаем, с чем это будет сопряжено. Вот давайте с вами узнаем. И у нас с вами планетарно, да и, наверное, эпоха наша с вами перемен как раз подталкивает нас самих принимать важные решения. Вот давайте мы с вами все же узнаем. Начнем мы с того, что определим, кто вы. Это сигнификация, необходимая для того, чтобы вы определились, стоит этот расклад смотреть или нет. Кто вы, что происходит в вашей жизни прямо сейчас, какую ситуацию нам раскроют карты. А следующий вопрос мы с вами зададим, что будет скоро и неожиданно. С чем будут эти перемены сопряжены? Или с чего это начнется? Но сначала, кто же, мои дорогие, вы? Сниму колоду. Что о вас расскажут карты? Насколько вам подходит этот расклад? Как-то у меня так получилось. Понятно. И вот, кстати, на дне колоды паш чаш я всегда говорю, тут не замечтаться. Хрюши с крыльями свиньи не летают, мы это знаем, да? У кого-то сейчас есть надежда на продолжение отношений. Вот, прям буквально так. И мы хорошо понимаем, если проблемы были, они сами по себе никуда не исчезли. Но, может быть, на провидение, на высшие силы, может быть, произошла какая-то нелепость в ваших отношениях, не поняли друг друга, а у кого-то, может быть, и обман был. Правда, тут у нас такая разная, такой разный коллектив смотрит видео, правда, но нам говорят о чем? Что вы еще пока где-то ждете внутренне. Может быть, отношения или закончились, или, ну, явно была какая-то такая деталь, которая вас заставила рассматривать альтернативные вопросы, к примеру, что с вами человек не до конца честен. Или когда вы понимали уже, что было что-то обещанное, а оно не исполнилось, не состыковалось. И вроде бы, может быть, это у кого-то даже отношения, которые были когда-то, у кого-то это длительное, может быть, это семья была. Я сужу по вашим комментариям и вижу, у каждого, конечно, своя боль, своя ситуация. Но вот теперь, может быть, это и новое знакомство, а прежнее как раз вот с такими компонентами, когда хрюша с крыльями, или мы мечтаем, думаем, что чаша наша полна, да, мы полны эмоций, ну, самый такой позитивный настрой. А мы, тем не менее, замечтались. Или получили вы когда-то такое своеобразное, ну, как письмо, может быть, да, и о прекращении отношений. Или было вам заявлено. Но, знаете, очень хочется, наверное, вот уйти от этой четверки кубков, когда ничего не меняется. Полный застой в жизни. Хочется уже драйва. Ладно, давайте мы пойдем дальше. Что о вас нам расскажут карты еще? Но, видимо, если бы какие-то отношения возобновились, вы бы готовы были их продолжать. Да точно, вот. Карты живут своей жизнью. Уже если что-то показывают, так и знай, обязательно это каким-то образом проигрывается. Может быть, это даже какой-то человек откликнулся, вот, кстати. Или то, что было поставлено на паузу, оно вдруг возобновилось. А у кого-то новое знакомство. Может быть, новое знакомство, которое стремительно развивается. Кстати, колесница, где-то пространство. И может быть, у кого-то знакомство через интернет, и вас это где-то вдохновляет, это точно. Вы надеетесь на встречу. Может быть, даже у кого-то сроки вы обсуждали, когда вы сможете осуществить эту встречу. И вы живете будущим. Вот вы живете будущим, это точно. Но это уже позитивный момент, что вы не живете прошлым, прямо скажем, правда? Уже надоело, вот когда там или из нуля в рогожечку, или с какими-то обманами, или бесплодными обещаниями, но вы уже вот так вот смотрите вперед. Может быть, вы и прошли сложный путь, кстати, по аркану колесницы мы не оглядываемся назад, мы идем вперед. Вот у вас, может быть, и судьба такая, кстати. Много событий, может быть, вам и лет не так много, да, и опыт
Он такой, с одной стороны, может быть, и не очень такой разнообразный, но очень динамичный вот в этом аспекте. Или наоборот даже, да, это как-то был один какой-то пункт в вашей жизни, когда все перевернулось на 180 градусов. Это тоже где-то символ колесницы. Или быстро изменилось. Может быть, это произошло и так. Но вы-то сами, вот если мы спросили, кто вы, мои дорогие, девочки, ну, мужчины тоже, вы явно не поседы. Здесь нам показывают о том человеке, который, либо, может быть, прежде вы были домоседом или были больше интровертом, а здесь после какой-то сложной ситуации вам явно или после даже какого-то застоя, наоборот, себя словно вытянуть хочется из какого-то болота, любой драйв, лишь бы не какая-то пауза и не стоячее болото. Что у вас сейчас происходит? Кто вы? Но вы тут все-таки во власти чувств. Вы надеетесь, вот явно надеетесь. Может быть, и были обещания, хотя ведь нам тут вот ни одна карта не сказала, что этому мы можем верить. Но, может быть, вы приняли даже новую игру, новые отношения или игру новых отношений, как вот так рационально смотрите на то, что они могут даже закончиться вдруг внезапно. Или даже вы сами готовы закончить, завершить. Но вы думаете, на сегодняшний момент мне нужно вот просто чем-то вдохновиться. Мне нужно, ну, или нужна вот эта эмпатия, гармония, общение. Мне не нужен вот опять же какой-то застой, безысходность. Кто-то из вас, кстати, тройка жезлов, карта будущего, иногда говорит о том, что мы учим языки или мы что-то новое осваиваем. Но мы смотрим вперед, поэтому мы где-то тоже анализируем, что нам в будущем пригодится. Давайте еще, кто вы, что происходит прямо сейчас. Ух ты. Но это всегда, когда королева жезлов. Мои дорогие девочки, это очень привлекательная женщина. Это вы. Вы обладаете даром магнетизма. И, может быть, вы никогда за собой особо этого не замечали, но вам могут завидовать даже женщины в том, что вы притягиваете к себе взгляды противоположного пола. Или женщины, которые смотрят на вас со стороны, да, они могут думать, что у вас вообще все замечательно. Может быть, у вас там и отнюдь не замечательно, но все считают, что вы умеете подниматься с колен, вы умеете выходить из каких-то сложностей, и в целом вы очень прагматично относитесь, ну и к реальности, умеете правильно, может быть, и вам, кстати, из-за этого могут завидовать. Можете сами от чего-то отказаться. Королева жезлов, она может отказаться. Если она видит какую-то хитрость, чью-то игру, она, я могу допустить, будет продолжать эту игру, пока ей это выгодно или интересно. И если ей не будет, она видит, что, ну, не откликается человек, или кормит завтраками, обещаниями, ничего не развивается, она может и уйти в тень, ведь она в первую очередь умеет хранить молчание. И вот этот черный кот возле ног королевы всегда говорит о том, что она прошла сложный опыт, и теперь молчание ей буквально помогает. Она умеет и чужие секреты хранить, но и свои собственные. Она никому не будет рассказывать, что она намеревается делать. Кто вы, что у вас сейчас? Полная неопределенность. Вот как будто есть какой-то импульс. Может быть, это робкая надежда. Но, может быть, и вы думаете всерьез. Пусть у кого-то это проиграется, как ваше вдохновение, мои дорогие. Или кто-то запланировал путешествие. Все-таки рыцарь– это перемещение. И здесь может быть как вариант поездки вашей собственной. Может быть, это вы где-то планируете путешествие. Дай-ка я поеду куда-нибудь, съезжу. Ну, так или отдохну, или ну, развеюсь, почему бы и нет? Потому что явно вы верите, что, как и перемещение или, ну, когда больше динамики жизни, вам это буквально не захереть помогает, может быть и так. Ну, перекладывайте мои слова, я думаю, мой сленг вам большинству, по крайней мере, понятен. Но по аркану Луна, да, с одной стороны, где-то карта может свидетельствовать, что это был какой-то человек, с которым вы либо были семья, либо вы планировали что-то. Но вот и теперь-то на сегодняшний день тысяча неопределенностей. Вот можно быть уверенным только в одном, что ни в чем уверенным быть нельзя. Карта нам, кстати, говорит, старшего аркана выглянет солнце, и все встанет по своим местам. Но посмотрите, у вас два старших аркана.
Вы действительно во власти успеха и во власти судьбы. Но для вас может быть вот это как непознанное, исследовать непознанную землю без карты, я часто говорю, и искусство мелких шагов, от чего-то не отказываться. Вот кто вы? Вы сейчас пришли к тому выводу, что мне нужно расширять, может быть, социальные контакты, социальные связи. Да, может быть, кто-то из вас, по королеве жезлов мы говорим, сильная позиция, с учетом прежнего опыта вы уже себе сказали, что я буду осторожна, ну или буду осторожен. Мужчины, перекладывайте просто на себя. Хотя я для вас могу сказать, тут может быть несколько и иначе. Потому что королева жезлов – это ваш интерес к конкретной женщине, может быть, с которой вы либо на расстоянии, либо разошлись, либо как-то что-то не сложилось. Может быть, и было начальное что-то, как интерес, да? А потом через паузу, потому что всегда рыцарь чаш, ну, это как начало. И даже если это были отношения, значит, это какой-то реванш, может быть, с вашей стороны. Или когда вы, даже если интернет, да, мы говорим, интернет-знакомство, ну, тогда вам как-то интересно стала эта женщина. И, скорее всего, у нас тут явно любовная история. Вот как изменится ваша жизнь, нам уже с первой карты задают какой-то тон, как и на начало отношений, или возобновление отношений. И одновременно, ну, так, наверное, судя по аркану Луна, когда какой-то итог ожидается, по крайней мере, тот, кто смотрит, хотел бы этого итога. Тут не игра. По аркану Луна, да, может быть, мы и готовы пройти эти тысячи неопределенностей, но мы хотим эмоционального обмена. Может быть, это и та даже персона, это для двух, и для девочек, и для мужчин. По разным причинам тут вы могли оказаться друг с другом на расстоянии, могло и прекращаться ваше общение. Но вот эта невидимая нить, невидимая связь, говорят, ментальная связь, вы как будто держите еще пока друг друга. Да и значит, основные какие-то темы вы еще не проговорили. Скорее всего, тут явно будут отношения какие-то. Нам ведь не говорят, в каком формате, но и вы надеетесь, и как будто точка не поставлена. Давайте мы узнаем, что же будет скоро и неожиданно. То есть нам тут явно не про работу, хотя тройка жезлов – это дела, работа, бизнес, и откуда к нам приходят деньги. Может быть, у кого-то ситуация одновременно как-то с деньгами просто завязана, да, и с вашим успехом. Или даже работа на расстоянии из любой точки мира. Вот, кстати, я такое могу предположить. Тем более королева жезлов – это, ну да, тут рядом двойка чаш, поэтому мы говорим любовная история или история личная больше. Но для кого-то тут будет все важно. Или сама по себе женщина, та, которая очень целеустремленная. Она, вы знаете, как бы ей не было сложно, она никому не покажет своей боли. Она никому не скажет, какие ей сложные решения приходится принимать. Она сама надеется на себя, и она сама строит свое финансовое благополучие в том числе. Если это где-то совпадает, продолжаем. Что будет скоро и неожиданно? Какое-то решение и информация будет. Что будет скоро и неожиданно? Какие-то, возможно, к вам придут вести, которые... Я не могу сказать, что они что-то проясняют, но они словно, знаете, придают больше конкретики или вас вынуждает принимать какое-то одно решение. Но вы не верите. Был явно обман. Может быть, вы пытаетесь просчитать что-то по тому, как вот даже конкретный человек, или пусть вам это недавнее знакомство или далекое, но явно тут был какой-то момент, когда вам что-то не понравилось. Или не случайно все-таки у нас выпадал вот тот вот паж кубков, мои дорогие, не замечтаться. Я говорила, хрюша с крыльями, свиньи не летают. Значит, знаете, для вас, что будет скоро и неожиданно, мы сейчас раскроем до конца. Но вы сейчас как будто, знаете, так предельно сосредоточены. Если какие-то проявления знаков внимания или какие-то новости к вам приходят, вы их готовы так вот холодным рассудком анализировать. Врет человек? Игру какую-то свою затеял? Или я могу доверять? Вот, наверное, основной вопрос, который у вас будет стоять
по части отношений. Этому можно доверять? Или это, опять же, маски человек одевает? Ладно, что будет скоро и неожиданно? Карта вообще-то будущего. Тройка любая– это карта будущего. Вот смотрите. Вот что будет скоро и неожиданно? Вы бы хотели продолжения, но прошлое вас не отпускает. Это в прошлом было какое-то глубочайшее разочарование. И мы можем сказать, что явно вот первая позиция, первый ряд точнее, отношения не закончены. То есть, как минимум, знаете, вот все точки над «и», они не расставлены. И вы где-то, может быть, с одной стороны и ждете, что человек откликнется, а у кого-то ситуация, когда была семья, остались дети, то есть все равно какое-то общение будет продолжено не потому, что вас там, может быть, эмпатия какая-то связывает, а потому что некоторые вопросы о хлебе насущном или материальные вопросы, конкретика какая-то, она еще не решена. Ну и какая-то минусовая ситуация вас все равно заставляет оборачиваться назад и напоминает, что какой-то человек вам очень ранил сердце. Теперь уже мы говорим, это карта выздоровления. Сердце не болит, сердце заштопано. Но прошлое невидимыми нитями держит, заставляет оборачиваться назад к тому периоду, когда хотелось кричать от этой боли. И, в принципе, мы все, наверное, учимся на своем опыте. Шрамы, нам говорят, они останутся, они никуда не денутся. Да, они кровоточат уже. Мы где-то научились с этим жить. Но как на погоду эти шрамы будут ныть. Или встречая новых людей, или каждый раз встречая этого человека, или когда, может быть, даже переписка, пусть это какая-то деловая переписка или какие-то необходимые контакты, которые вы вынуждены продолжать, и каждый раз это для вас вот напоминание о той боли, которую вы когда-то пережили, и о чужой игре, нечестности, непорядочности. Ну, так вот что же будет скоро неожиданно? Вот посмотрите, вы как будто получаете какую-то новость. Туз жезлов– это всегда возможность и информация, мои дорогие. Основное, да? Да, делит это жизнь нашу на период до и после, это тоже часто говорю. Но вот вы это получаете, или слышите, или видите. И первое, что вы думаете, скоро и неожиданно, вы вспоминаете, что было или что было вами пережито, или с конкретным человеком, как эти отношения, чем закончились, главное, да? Так вот, что же будет скоро и неожиданно? У вас даже может быть такая история, что, ну, может и будет какой-то контакт с человеком, а вы закроетесь. И вы можете думать, лишь бы он или она как-то в моей жизни появились, или появился человек сам по себе, да? Пусть бы у меня возобновились эти контакты, но как только человек может, кстати, появиться в вашей жизни, вы можете сразу же поставить это на стоп, на паузу. Сами. Хотя сейчас вы где-то мечтаете о том, что пусть бы это было продолжено. Здесь я могу еще и другой момент сказать, потому что мы все разные. Но я бы хотела, давайте я достану две карты, потому что ведь для кого-то эта история может, ну, как будто повториться, мои дорогие, правда? Скоро и неожиданно. Вы получаете какое-то известие, и тут вы снова понимаете, словно нашел опять те же самые грабли. Вас это уже не будет ранить, но, может быть, тогда эта ситуация для вас и будет означать окончательное выздоровление, но со стороны человека это может быть пауза. Вот давайте мы еще две карты, что будет скоро и неожиданно. Выход из лабиринта. Вы будете принимать, правда, какое-то решение. Нет. Все же я больше вижу, что первая и последняя карта– это ностальгия. Конечно, мы можем рассуждать и так, что какая-то ностальгия, она у вас еще не закончилась. Да мы и сказали, что вы как будто ждете. С одной стороны, и не хочется уже этой боли, хочется выздороветь, выйти из этого лабиринта. А все равно нет, да вы вспоминаете вот так вот по-честному. Или, может быть, рассматриваете какие-то варианты сотрудничества, общения по разным причинам. Или даже если у кого-то были взаимоотношения, может быть, семья, или пусть не семья, а вот как это называют сейчас, гостевой брак.
Сейчас тут столько много разных форм напридумывали, правда, о чем много лет назад я даже не подозревала. Ну да ладно, дело не во мне, но тут могли быть какие-то отношения, которые, может быть, вы уже дали друг другу обещания, были помолвлены, да, но это не значит, что прям вот мы под венец завтра пошли. Ну да, вы что-то планировали. А в итоге вот это опять же закончилось-то чем? Тройка мечей. Вот то есть вот вроде отношения, их не назовешь так вот слегонца. Мы повстречались, бабочки в животе, да нет, скорее всего, вот и когда у нас шестерка чаш выпадает, это уже явно предшествовали какие-то планы. Дружба, как минимум, понимаете, дружба, по сути дела, нам и по карте показана, да. Поэтому и куда оно все делось? То есть тут и действительно не только какая-то страсть соединяла, а, кстати, с учетом королевы жезлов, мои дорогие девочки, вот этот магнетизм, желание партнера, самое простое, физиологическое. Мои дорогие мужчины, притягательная женщина, которая манит, волнует, влечет к себе. И вы это запомнить не можете. Она вам подарила много эмоций и любви. С ней было что-то так, как ни с кем не было. И она не выйдет у вас из головы. По крайней мере, не выходит. Вы нет, может быть, либо сравниваете, даже если вы сейчас не один. Сравниваете, может быть, с предыдущими какими-то своими контактами или теми женщинами, которые находятся в вашем окружении, и снова понимаете, что, ну нет, в ней вот было что-то такое, чего я не вижу ни в одной другой. И этим она вас тоже может привлекать. А я вам скажу, тут потому что были, я допускаю страстную любовь у кого-то, но тут были отношения, построенные не на страсти, а была вот эта алхимия, когда была, может быть, и страсть, но была и дружба. И тут, конечно, зависит от каждого из партнеров, потому что кто-то более страстный, да, а кто-то более спокойный. Тут мы все разные. Что неожиданно изменится? Что неожиданно изменится в вашей жизни? И, может быть, это произойдет скоро. Явно тут будет какое-то решение. Смотрите, два старших аркана. Тут будет меняться внешняя обстановка, где вы сейчас проживаете. У вас могут решаться вопросы, это попутно, хоть нам и рассказали личную историю, но у вас могут решаться вопросы, которые связаны с какими-то контрактами, подписаниями договоров. И тут у каждого по-разному, у кого-то это может быть недвижимость. Вы сейчас, в принципе, будете, ну, где-то больше э, оборачиваться в сторону тех вопросов или тех сфер жизни, как будто вот вам сейчас как подушку безопасности необходимо свою, пусть в каком-то минимуме, но мне нужно от чего-то оттолкнуться. Может быть, это для кого-то из вас еще предстоит по отношениям прояснить не просто какие-то абстрактные вопросы, а вполне конкретно переписать брачный договор или какой-то иной договор, когда вы настроены, может быть, даже, да, если отношения возобновятся, то или вы встретитесь с человеком, то, скорее всего, мы должны что-то оформить документально. Здесь уже это по карте, посмотрите, что это может еще быть, что неожиданно изменится. Вы посчитали, может быть, что прежде с вами не очень справедливо, ну, как судьба обошлась. Или человек конкретный тоже поступил как-то некрасиво. И вы на сегодняшний день один или одна. И это будет тоже меняться. Ну ладно, что неожиданно изменится. Кто-то из вас дал себе зарок, теперь будет моя игра. Вы хотите максимально таких отношений, когда ваша позиция неуязвима. Для кого-то из вас, мои дорогие девочки, будет так. Я хочу тебе дать почувствовать все то, что ощущала я. И поэтому я вам отчасти могу сказать, что вот такие холодные мысли, я не говорю о мести, а я говорю о том, что это больше с позиции самосохранения. Вы с головой в омут, может быть, раньше готовы были, а сейчас, ну нет, конечно, по этим картам. Здесь, наоборот, даже семерка жезлов. Вы ведь и правда можете. Вот тут как будто будущее, да, и вы где-то о нем можете и мечтать. Но как только человек, я вот уже это говорила, может быть, и появляется, вы становитесь холодной и отчужденной.
Человек тут вам с эмоциями, любовь, посмотрите. Король жезлов. Но это только жезлы, страстная любовь или какие-то новые обещания. Ну, вот это я предполагаю. Но за ним не стоит конкретных действий. Хотя я точно так же могу предположить, что и человек за это время очень много передумал. Или у него сейчас такая трансформация в жизни идет, что он и сам меняется. Может быть, это он вынужден сейчас, нам ведь еще пока не раскрыли, что изменится. Тут человек немножко меняется. И те вопросы, дела, либо он с вами что-то не завершил, может быть, буквально. Это касается судов у кого-то или вопросов, которые вот именно с документами, подписанием, переподписанием и по закону. И вы сейчас несколько, так знаете, отстраненно смотрите. Может быть, человек вас знает, что вас можно как будто подцепить на эмоции или на какие-то обещания. А по верхнему ряду нам сказали, что да, человек может появиться, но вы уже теперь сами можете поставить точку. Ну, может быть, это не окончательная точка, но то, что никаких эмоций в сторону человека. По крайней мере, вы не будете транслировать это, что скоро неожиданно. Может быть, это для вас так будет неожиданно. Тут вы себе будете удивляться, мои дорогие, насколько беспристрастно и более осознанно вы относитесь ко всем людям, которые пытаются с вами взаимодействовать. Вот этот момент будет для вас неожиданно. И вы, может быть, предпочитаете не вздохи при луне, а лучше пусть это будет надежная дружба. Вот, кстати, и так. И что у нас происходит, если мы говорим, что и неожиданно изменится? Это какой-то человек будет очень удивлен вот этой перемене в вас. Может быть, отчасти. Он предполагал, в реку войду дважды, или меня всегда там ждут. Может быть, это где-то тешило его самолюбие, а теперь он понимает, да ничего меня там не ждут. Там, похоже, даже новый партнер появился. У кого-то проиграется так. И тогда, с учетом короля Пентаклей, он не привык терять свое. Ревность у кого-то будет так. Со стороны партнера именно ревность и страсть к вам. Или какие-то вопросы, может быть и дружба. Ну, дружба я имею в виду, знаете, может быть и правда есть нерешенные темы. У кого-то дети, у кого-то имущество, а у кого-то денежный, но эквивалент. Может быть, это был ваш семейный бизнес или бизнес паре. Или была пара, которая, как партнерские отношения, зарождались именно через финансы или ведение каких-то общих вопросов. А потом это добавились и чувства. И так у кого-то тоже может быть. Но если вы-то вот именно так холодно где-то, отстраненно, а человеку непонятно, что за метаморфоза у вас произошла, что неожиданно изменится. Посмотрите, пара выпадает. Но это точно на хвост вы, как минимум, мои дорогие девочки, ну, мужчины. Где-то это вам тоже вот такое вот могло с вами произойти, что вы испытываете тоже чувство ревности. Может быть, анализируя, вспоминая некоторые моменты, что вас связывало, или вы думаете, насколько же мне близка была эта женщина. Она мне словно была близка и душой, и родной вообще. Пара выпадает. Когда мы могли с ней решать многие вопросы, и по финансам в том числе. Мы вместе, как пара, это сила. Вот нам пару показывают, что неожиданно изменится. И, может быть, это мужчина где-то. Раньше он был вот как король жезлов, вот в таких энергиях, да, когда ему самому хотелось больше драйва, например, или ему хотелось новых знакомств, или какого-то, знаете, динамики жизни, перемещения, путешествия ему могло хотеться. Или когда узнавание, вот, но тем не менее, вы знаете, все время чего-то нового. Его, как невидимая сила, гнала буквально в какую-то поездку, в перемещение. Могут пройти люди, которые не могли дома усидеть. Вот правда. Иногда бывает психологический такой тип портрет человека, которому, ну, на месте не сидится. Это где-то может быть по королю жезлов. Когда много планов, много каких-то интересов, но вот, видимо, теперь, что неожиданно изменится, человек меняется. Он как-то вас начинает видеть по-другому. Но к этому времени вы тоже изменились.
И кто знает, может быть, он чувствует эту перемену. Или через короткое общение, если такое есть, он видит, что эта перемена у вас происходит. Вот давайте мы тогда спросим, какие перемены судьбы вас ожидают. То есть, если нам уже рассказали про какую-то историю отношений, а как это в вашей судьбе эти перемены проигрываются? Что это будет в реальной жизни? Вот давайте по той истории, которую мы с вами раскрыли на картах, мы теперь знаем, какие перемены судьбы вас ожидают. Что это будет из аркана справедливость? Вот эта справедливость. В прошлое будет закрыта дверь. Нам не говорят конкретно, с чем это будет связано. Тысячи дорог сойдутся в одной точке. По восьмерке жезлов это часто трансформация. А самое главное — известие. Молниеносное, как будто известие или молниеносное решение. Допустим, я еду, или наоборот, я никуда не еду. Вот у кого что? Смотрите, колесница. Вроде как не оглядывайся назад, нам говорят. Но есть какой-то, как аналитика или анализ прежней ситуации, когда, ну правда, пришлось надеяться на себя, потому что был какой-то обман. Но может быть вот такой непростой вывод. Или, мои дорогие, здесь, тем не менее, какое-то ожидание, оно завершается. Для кого-то это будет, какие перемены в судьбе ожидают. Но и для вас какая-то пауза тоже завершается. Почему? Вы получаете какое-то либо известие, новость. Может быть, это будет даже связано с решением некоторых вопросов. Или, если мы говорим о трансформации, обстоятельства вокруг вас меняются. Давайте будем дальше раскрывать, какие перемены судьбы. Ну, прям по судьбе. Карта Иерофант. Вам нужно пройти еще по этой лестнице. И вы идете этой дорогой, понимая, что мне сейчас и себя надо сохранять, это в первую очередь. И это, мои дорогие, абсолютно правильно. Но, может быть, иногда и так бывает, когда мы ничего не предпринимаем, и вообще никак. Вот нам никак. И это не наигранное, это идет от души, потому что столько разочарований. Посмотрите, обман, тройка мечей, пауза какая-то, какой-то лабиринт или чужая игра, какие-то обещания не сбывшиеся, да? Может быть, это и была какая-то любовь, да, самая разная, там у кого, ну, я могу допустить, у кого-то это была даже семья, а у кого-то это, ну, вы встречались, какое-то время были вместе, может быть, и расставались. Возможно, это было несколько раз, но вот все, уже этих граблей уже больше не хочется. Все, вот, смотрите, вверху карта семерка жезлов. Свой дзен мы сохраняем. Или какие-то ваши личные достижения. Потому что по аркану Иерофант мы строим карьеру тоже. Кто-то из вас, мои дорогие девочки, ну, буквально, может быть, вы люди творческие, или когда вы решили, нет, я сейчас строю карьеру, у меня много планов в жизни. Может быть, это ваш личный, кстати, куда-то переезд, и он вас вдохновляет. Вы видите прогресс в самой себе, это точно. Потому что вы себя сейчас уже чувствуете ресурсными, но есть еще какие-то вопросы, которые из прошлого, но не дают вам идти вот так вот вперед. Может быть, это у кого-то даже связано, кстати, именно со сферой занятости, ваших достижений, карьерой, бизнесом, личным делом. Ух ты! Тут прям по судьбе дьявол, мои дорогие. Это карта соблазна. И я могу сказать, что тот, кто, может быть, вам доставил столько боли, сейчас 15-й аркан с ним играет эти шутки. У вас тоже мог проигрываться когда-то вот этот 15-й аркан. Зависимость. И, может быть, вам это далось очень болезненно, прежде чем вы словно смогли освободиться от этой зависимости. Но зато теперь, если мы говорим, какие перемены судьбы вас ожидают, и я тут с учетом любовь, да, потом пауза, и снова человек, да, король жезлов, страстная персона, и как раз внизу аркан дьявол, или это мужчина с какими-то обещаниями. Для мужчин это правда желание, просто желание быть вместе. И это основной побудительный мотив. Какие перемены в судьбе вас ожидают? Желание эмоций от вас получать, вдохновение. Или желание, ну, как-то
Насладиться, может быть, именно друг другом, быть какое-то время в паре. Вас все равно человек видит достаточно ресурсный, поэтому может желать возобновить как минимум отношения. Ну ладно, мне интересно, какие перемены судьбы вас ожидают? Какая-то трансформация вас, мои дорогие, происходит все-таки. Я не могу сказать, что вы буквально соединяетесь с этим человеком. Но, наверное, вот этот 15-й аркан дьявол, вы теперь как вот этот учитель Иерофант, ведь это всегда карта учителя и ученика. Так вот теперь другой человек, который вам, ну, с которым у вас, может быть, и были отношения. Но он теперь для вас как ученик, потому что вы уже прошли той дорогой, которую еще ему предстоит пройти. И, кстати, это он может быть теперь, вы как будто меняетесь местами, и он зависим от вас. Он может даже более того, все же у нас пара вверху выпала, и мы можем сказать, он может даже думать о том, что моя жизнь как будто стала на паузу, пока я с ней, то есть с вами, не решу некоторые вопросы. А вас он просчитать не может. И он имеет определенный какой-то интерес, может быть, как-то завершить в своем ключе, так как бы ему хотелось. Может быть, ему и хотелось бы с вами флиртануть даже, я такое могу допустить, или решить какую-то финансовую ситуацию, 15-й аркан. Безусловно, интерес, заинтересованность, но это, знаете, это не про глубокие эмоции, это не про искренность, а это страсть, жажда. Жажда сделать свое как-то дело или сделать для себя больше бонусов по финансам. Кто знает, у нас ведь тут нам уже подсказывают, вам, мои дорогие, мы спросили, что неожиданно изменится. Тут вот именно вам держать в фокусе внимания, что у вас все должно быть по закону. И если вам тут кто бы что ни обещал, какие-то просто блага земные и райские, вам все равно нужно оттолкнуться от более приземленной позиции, что предполагает закон. Себе не навредить. Вам как будто нужно забрать действительно свое, мои дорогие. Вам как будто нужно, ну, какую-то прежнюю историю переломить. Ну, что я имею в виду? Ну, не уйти с пустыми руками, понимаете? Или не остаться с пустым карманом. Не остаться буквально в дураках. И вам в этом, вот эта судьба вам может возвращать какую-то историю, чтобы на какую-то, ну, пусть, может быть, даже какую-то долю процентов или какой-то процент вы для себя что-то хорошее смогли извлечь. Или как-то правильно взаимодействовать. Поэтому вот я вижу, какие перемены судьбы вас ожидают. Вы сами уже к этому времени изменились. Вы более холодным умом оцениваете то, что происходит вокруг, как в отношении вас, ну, как вас воспринимают люди и что они вам обещают. Но все эти обещания с позиции какого-то прежнего минуса, когда уже точно мечтать не хочется. Может быть, мечтать-то и хочется, но вы сразу перепроверяете вот эти чувства или приятные эмоции, или спрашиваете опять же у себя, а могу ли я доверять? Или это опять какая-то игра? Так вот тут любая игра, но своя собственная, но не чужая. Как изменится ваша жизнь? Какая-то нам непростая ситуация. Но вот явно я могу сказать, если даже, мои дорогие, это у кого-то недавнее знакомство, явно может оно встать на какую-то временную паузу. Может быть, уже встало на паузу. Может быть, интернет-знакомство. И что-то там обещали, уже договорились. И якобы билеты куплены, вы уже куда-то собираетесь. А потом вдруг раз, ну и все, и какой-то стоп, какой-то барьер, шлагбаум. И полная либо прострация, либо полная неизвестность. Пауза какая-то. Когда вообще непонятно, не достучаться, не дописаться, не дозвониться. Ну, может быть и так. Вот теперь давайте последний ряд с вами выложим, как изменится ваша жизнь. Вот такая непростая история. Как изменится. Вот смотрите, я говорила вскользь. У кого-то действительно ваши достижения, вопросы финансов, девятка чаш. Сундучок с деньгами, с сокровищами, мои дорогие. Финансовая ситуация ваша будет меняться. Вы ее сами меняете. Давайте мы посмотрим. Вас человек видит ресурсный. Ой, у вас, знаете, тут может и
построение карьеры, получение должности, у вас где-то может это совпадать, когда и хочется вот, да, эмпатии, искренности, верности, взаимопонимания. Но, может быть, так судьба сложилась, что вам пришлось решать вопросы именно финансы, работы или каким образом заработать деньги. Может быть, еще и вопросы жилья, все вместе. И вы знаете, как ни странно, может быть, эти сложные темы для женщин, правда, сложные. Ну, может быть, и дети у кого-то на руках. А тем не менее, вот эти сложности, они вас, или как какие-то патовые ситуации, тем не менее, они вас закаляют и уводят вот от пространных каких-то эмоциональных вот таких всплесках. Потому что я бы словно и рада бы упасть в чьи-то руки, а две мои руки собственные. И очень много вопросов нужно закрывать. Поэтому не могу я себе позволить такую слабость. И вот где-то вы сами себя, наверное, как тот Мюнхгаузен, за косичку, да, из болота. Вот вы себя вытягиваете, потому что есть какое-то, как слово «надо». Или есть ряд вопросов хлеба насущного, которые да надо решать. Тут мне не до эмоций. Или мне не до того, там, что у него происходит. Поступил и поступил. Вот правда, кого-то, мои дорогие девочки, из вас вот эта ситуация, минусовая в личной жизни или, как, знаете, разочарование в любви, или в каких-то отношениях, в людях, полная утрата доверия. Тем не менее, из вас делает, может быть, буквально бизнес-леди. И, может быть, теперь вы понимаете, или вы карьеристкой становитесь в хорошем смысле. Вы свои честолюбивые планы теперь готовы продвигать, вы свое качество жизни хотите а, строить по-другому. Для кого-то вы уже сейчас видите новые перспективы. Может быть, кто-то учит буквально, ну, к примеру, языки, кто-то осваивает новые технологии, кто-то решил пойти получить права. Кстати, тройка пентаклей, опять же тройка, посмотрите, это карта будущего. И это мы добавляем знаний. И мы становимся и более востребованы на рынке труда, мы становимся более ресурсными в плане финансов. Это вообще какие-то перед нами новые перспективы открываются. Как изменится ваша жизнь? А вот какой-то король чаши появляется. Как изменится ваша жизнь? Ух ты! Вот как изменится ваша жизнь? Императрица. Любовь – это не игра. Любовь – это не азарт. Это не совсем про страсть. У вас переоценка ценностей, мои дорогие, глобальная происходит. Вас теперь на какие-то красивые обещания нет, не проведешь и просто так не купишь. Императрица, она сохраняет себя в первую очередь. Ну вот ведь незадача. Рядом с императрицей король чаш. Как раз тот, который, по идее, готов дарить тепло, эмпатию, откликаться эмоционально. Хотя король чаш тоже такая, знаете, карта непростая. Да, она часто говорит о наших близких, она часто говорит о супругах. Но это единственная карта в колоде, которая олицетворяет человека, который умеет переключаться между чувствами, эмоциональным восприятием. Он любит принимать эмоции и дарить эмоции, откликаться, да, вот этот взаимообмен. Но король чаш может стать на определенный момент времени, когда требуется рационализм, решение каких-то финансовых вопросов. Он сможет стать таким холодным, отчужденным, потому что он единственный, кто не смешивает эмоции и рационализм. Вот такой сложный тоже может быть человек и у вас. Но вы-то статусом выше все равно. Может быть, это человек, я не могу вот тут четкую грань, правда, провести. Может быть, этот человек проходит какой-то сложный свой период, и вас судьба еще сведет, но я не могу исключить и другого вопроса. К вам больше интереса, потому что видят вас ресурсную женщину, мои дорогие. Поэтому тут что делать с этим королем чаш? Каждый будет как-то решать по-своему, как изменится ваша жизнь. Но вы не одна. Любовь. Может быть, знаете, тут и признание в любви. Может, это у кого-то новый человек. Мир. Волшебный расклад. Посмотрите. Туз чаш – это исполнение где-то желаний. Это карта радости. Исполнение желаний в первую очередь –
это еще у нас идет и карта мир. Нет ничего невозможного, возможно все. Здесь у нас, безусловно, выпадала карта пары. Кто знает, иногда сложно и нам принять какие-то решения по части личной жизни, и даже тех людей, которых нам казалось, мы изучили вдоль и поперек. Но жизнь, она такая вот неоднозначная. Но ведь видите, как к чему идет. Тут меняется ваш статус. Императрица будет говорить о том, что вы будете, знаете, всегда теперь надеяться сами на себя, мои дорогие девочки. Вы для себя поставите вот такую планку. Я должна быть счастлива, я должна быть рада, я должна быть обеспечена, и я должна вот как для самой себя по аркану мир, может быть, много путешествовать. Я должна получать не какие-то минусы и сгустки боли, а наоборот, какие-то радости. И если я не буду слишком эмоционально и доверчиво откликаться на то, что мне предлагают, а вот подойду к этому более спокойно, может быть и хладнокровно, и даже никому об этом ничего не скажу, то я явно буду от этого в выигрыше. Король чаш может означать и нового, безусловно, человека, который придет в вашу жизнь. Я говорила, персона достаточно сложная. И если он готов, да, мы даже допустим, что это новый человек, который готов к взаимообмену эмоциональному, но на какой-то период жизни он умеет себя взять в руки, становится вот таким, знаете, как рациональным, где-то холодно взвешенным, да, или когда вы его словно не узнаете, потому что, ну, человек как меняется, и это вполне вероятно может свидетельствовать о чем? Что вы с этим человеком можете познакомиться, когда решаете какие-то вопросы по части документов, или вы чему-то учитесь, или вы продвигаете свое дело, строите карьеру, то есть словно ваш партнер будет в другой, вот как по аркану Иерофант, у кого-то так может проиграться, что знакомство именно с вашим человеком, он будет, оно состоится, точнее, всему свое время, нам, безусловно, скажет тогда аркан Иерофант, но как-то он придет к вам больше именно как друг или должен прийти как друг, когда у вас есть общие интересы. И потом, может быть, так вот постепенно, постепенно будут развиваться как-то ваши отношения. Но это, видимо, точно не в раскладе сегодняшнем. Это какое-то более продолжительное, мои дорогие. Это как будто вам самим не хочется вот этой игры. Вам уже не хочется каких-то пустых обещаний. Вам лучше постепенно, с постепенным узнаванием, но зато уверенно, надежно и на долгий период времени. Потому что императрица, она тут не про легкость и не про страсть. Она про надежные отношения, про истинную, искреннюю любовь, про заботу друг о друге. Вот вам будет хотеться заботы, мои дорогие девочки, и вы, наверное, весь мужской пол будете рассматривать, способен человек откликаться эмоционально, способен ли человек брать ответственность, способен ли человек, в принципе, к какой-то заботе, и насколько мы с ним пара, вот когда есть дружба. Вот какая-то совершенно другая плоскость отношений может быть у вас. Перекладывайте на себя. А я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за ваши волшебные комментарии. Боже мой, как я люблю читать все то, что вы мне пишете. Да, верно, не успеваю я на них отвечать, но поверьте, вы мое вдохновение. И оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.